Страшные истории, курортные страсти, пираньи. Саша и Лена прогуливались по набережной небольшого курортного поселка. С моря дул легкий ветерок. «Пойдем в парк зайдем», – предложила Лена. «Давай», – согласился Саша. «Мне очень хочется посмотреть фильм в 10D». Они свернули в сторону парка развлечений. Оттуда раздавались радостные крики и визг. Это посетители катались на различных аттракционах и выплескивали свои эмоции. Саша потянул Лену к павильону, где смотрели фильмы. Недалеко от него стоял большой аквариум с маленькими рыбками. Их было очень много. На скамейке возле аквариума сидела женщина, опустив ноги в аквариум. «Что это она делает?» – спросила Лена у сотрудницы парка. «Эти маленькие рыбки очищают ноги от всего вредного и ненужного. Своего рода эпиляция ног», – с улыбкой объяснила женщина. «Ой, Саша, я тоже так хочу. Тогда занимай очередь, а я в кино. Как раз посмотрю, а ты процедуру уже закончишь». Так они и договорились. Саша зашел в зал, сел в кресло, надел наушники и специальные очки и стал ждать начала фильма. В это время Лена уже занимала место у аквариума. Она опустила в него ноги и села на скамейку. «А это не больно?» – спросила она у сотрудницы парка. «Нет, конечно, не бойтесь. Будет только легкое пощипывание. Вам понравится». Лена посмотрела в сторону павильона, где Саша смотрел фильм. Его было хорошо видно через стекло. А вот он ее не видел в своих очках. Да и стекло было такое, что видно было только то, что происходит в зале. А улицу из зала не видно. Из павильона была слышна музыка и рев автомобилей. «Видимо, гонки на машинах», – подумала Лена. В этот момент она почувствовала неприятный укол в ноге, словно иголкой укололи. Затем еще один. «Ой, меня что-то колет», – сказала она сотруднице парка. «Да это вам так кажется, вы расслабьтесь». «Ай, больно? Меня кто-то кусает». Лена увидела, как рыбки в аквариуме облепили ее ноги. «Ай, ай, больно, помогите!» – уже громко закричала Лена. Сотрудница парка бросилась к аквариуму и с удивлением обнаружила, как от крохотных рыбок идет яркое свечение. От неожиданности она растерялась. Такого никогда не было. После очередного укуса Лена засунула руки в воду, пытаясь стряхнуть рыбок с ног, чтобы вынуть их из воды. Но этого и сделать не удалось, и она потеряла сознание. Выйдя из павильона после окончания фильма, Саша увидел толпу народа, скорую помощь, машину полиции и разбитый аквариум, возле которого на траве лежали маленькие зубастые рыбки. «И откуда в аквариуме взялись пираньи? Ведь были же безобидные рыбки», — говорила сотрудница парка полицейскому. «Повезло девушке, вовремя скорая приехала. Отравление каким-то ядом после укусов. Похоже, рыбки были ядовитые», — отвечал ей сотрудник полиции. Саша подбежал к скорой помощи. В ней сидела его жена, которой уже оказали медицинскую помощь. Следов от укусок рыбок на ногах не осталось. Увидев Сашу, Лена улыбнулась ему. «Вот так погуляли. Лучше бы я с тобой фильм смотрела. Спасибо за помощь», – поблагодарила она медиков и вылезла из машины. Саша обнял Лену, и они не спеша пошли на выход из парка. Толпа разошлась, отдыхающие продолжили развлекаться. Они не подозревали, что это было только начало странных событий, которые произойдут в ближайшее время в этом курортном поселке. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.